Вечерний Сочи для maxportal.ru. В Сочи может появиться крематорий. По крайней мере, проект уже есть. Его разработала сочинский дизайнер Юлия Черкасова. Она предлагает местным властям рассмотреть возможность строительства комплекса кремации на курорте и таким образом сократить места для погребения. Мнение автора проекта по этому поводу, а также сочинцев и духовенства, узнал Евгений Власенко. Юлия Черкасова предлагает создать комплекс кремации. По проекту он включает в себя обрядовые залы, парк, а также колумбарий, место, где хранятся урны с прахом усопших. Для реализации задумки художницы необходимо не так мало – финансы и одобрение властей. Участок земли под комплекс кремации на Барановке уже подобрали. Прежде всего нужны инвесторы. Все документы уже практически согласованы. Заказчики заключили договор с производителем печей чешским, поэтому остается дело только за финансами. В обществе отношение к кремации неоднозначное и в большинстве основано на религиозных убеждениях. Мы спросили у сочинцев, что они думают по этому поводу. Говорят, что надо сжигать людей, чтобы быстрее душа вознеслась. Ну, есть такое учение. Но, по-моему, по нашему менталитету мы вот привыкли к этой процедуре, к вот этому, к этой церемонии. Ну, как-то нет, это курортный город, хочется, чтобы ничего не напоминало о смерти, отдыхать, загорать. Я отрицательно. На нашем, на центральном кладбище в завокзальном районе уже оно сколько там гектаров занимает. И вот буквально недавно был на кладбище в Барановском районе. Там вообще ужасно, ну как грибы, растет и растет, растет и растет. Думаю, все-таки перспективнее будет крематорий открыть. Показывали по телевизору эксперимент, когда покойника прикрепляли к нему все эти датчики, и когда его в печь, в гроб совали, то этот самый покойник испугался, у него пошел испуг. И потом спрашивали всех, у католиков, у мусульман, у православных. Они говорят, человек вышел как бы из земли, в землю должен идти. Говорит, сжигать нельзя. Лично я, когда вот все-таки придет время, я хочу, чтобы меня как-то все-таки кремировали, чтобы прах развеяли по ветру, чтобы был не где-то в земле глубоко, а как типа был как бы в мире. Официальная позиция духовенства в нашей стране такая же неоднозначная, как и само многообразие конфессий. Буддисты и индуисты это разрешают, а вот в исламе и иудаизме сжигание тела умершего запрещено категорически и бескомпромиссно. Позиция же православной церкви такова – кремацию не одобряют. Если бы в церковь пришел человек с просьбой отпеть усопшего, которого в дальнейшем будут кремировать, ну, мы не вправе отказать этому человеку. Но должны понимать, что как бы соглашаясь на кремацию, человек как бы символически отказывается от своей веры. Вопрос строительства крематория в Сочи открыт. Эта идея вызывает разные чувства, к тому же его возведение стоит недешево и быстро не окупится. Однако теоретически кремационный комплекс мог бы сэкономить деньги родственников, ведь не придется платить за землю на кладбище. Кроме того, для некоторых людей это возможность выбора места последнего пристанища. Имеет это значение или нет, каждый решает сам. Евгений Власенко, Олег Филаткин и Никита Сусло. Вечерний Сочи. Все видео Сочи на maxportal.ru.